Уважаемые друзья, добрый день. Здравствуйте. Наша встреча проходит сегодня в преддверии Международного дня защиты детей. Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников, всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом. Все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее успешным. Искренне рад приветствовать большие, дружные семьи, в которых взрослые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей. Это, конечно, всегда считалось самым главным для любого человека и очень важным для всей нашей страны. Хорошо известно, насколько это непростой, напряженный и очень ответственный труд. Особенно в таких семьях, как ваши, где детей 7 и больше. И награды, которых вы удостоены, это звание «Мать-героиня», орден родительской славы, олицетворяет глубокое уважение государства и общества к вашему выбору, жизненному выбору, ко всем нашим многодетным семьям, их призванию и миссии. Вы окружаете любовью и заботой каждого своего ребенка. Поддерживая друг друга, справляетесь с огромным ворохом повседневных хлопот, преодолеваете неизбежные в большой семье житейские сложности. И как никто другой понимаете, что все усилия в итоге окупаются сторицей. Знаете, какое это огромное, ни с чем не сравнимое счастье и видеть, как растут дети, гордиться их успехами и достижениями. Вместе с ними вновь и вновь проходить по пути их становления, выбора профессии, своего места в жизни. Такие крепкие, дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан остаются непреложными. Как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить, не раз говорил и хочу сегодня еще раз подчеркнуть. Именно семья с детьми, ее интересы и благополучие в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку прямо влияет на уровень и качество жизни. Но это и работа на будущее, на то, чтобы сохранить и приумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны. Особое внимание, конечно, нужно уделять семьям, где детей 3 и больше. Создавать для них все необходимые условия. Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему. И сегодня готовы будем пообсуждать вместе с вами, с коллегами, которые тоже на связи, пообсуждать, как вы оцениваете эту работу государства. Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем. Огромную роль играют и жизненные установки, приоритеты, которые формируются в самом обществе. По данным социологов, растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Растет и количество многодетных семей. Ориентиры людей меняются, в том числе потому, что они видят ваш пример. Знаю, что и для самих многодетных семей это очень важно, понимать, что они вдохновляют других. А среди родителей, участвующих в нашей встрече, есть те, кто и сам вырос в многодетной семье. Это очень правильно, что традиции большой, дружной семьи укрепляются, передаются из поколения в поколение. Ну и еще один момент. В основе многодетной семьи всегда, абсолютно, всегда любовь и уважение. Хочу пожелать, чтобы такие же чувства соединяли в семьи и ваших детей. Прежде чем мы перейдем к разговору, хочу от всей души поздравить с днем рождения
Евгению Николаевну Родионову. У нее сегодня юбилей. Это замечательная мама. И всю ее семью хочу поздравить с днем рождения мамы. Приглашаю вас к разговору. Пожалуйста, давайте мы и начнем с этой семьи. Пожалуйста, Сергей Владимирович или Елена Николаевна, прошу вас, вам слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я благодарю за поздравления, вообще за это событие в нашей семье, за то, что нас отметили. Это прям такое двойное событие и юбилей моей, в моей жизни, и такой орден. Никогда не забуду. Спасибо огромное. Хотела сказать немножко о своей семье, что мы коренные жители Урала, жители Екатеринбурга. Нам очень нравится наш край. Хотела поблагодарить вас за те семейные ценности, которые вы сохраняете. Это действительно очень важно. Важно не только для нас, для страны. Благодарность огромная от всех семей, многодетных семей, что вы нам помогаете, мы это чувствуем, эту поддержку. Благодарность вам за программы, которые водворяются не просто на бумаге. Что еще сказать? Семья у нас 10 детей. Дети любят спорт, заниматься спортом. Девочки, художественная школа, любят рисовать. Стараемся показывать им добрый пример, быть добрым примером для окружающих. Все, благодарим огромное. Папа чем занимается, ваш супруг? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Тоже присоединяюсь к этим поздравлениям, к этим вашим законам, которые вы принимаете. Очень благодарен. А занимаюсь я, устрояю дом, ремонтом, строительством, достраиваю дом. И такая моя, обеспечивать техническая функциональность дома, ремонт, электрика, сантехника. Помогаю жене, где нужно, с образованием детей, где в больницу отвезти. По дому так. Понятно. Евгения Николаевна и Сергей Владимирович, какие, может быть, вопросы есть, какие-то проблемы, на что-то хотели бы обратить внимание? Планы какие у вас? У меня две просьбы, наверное, от всех многодетных, что у меня получается сегодня 50 лет, и я считаюсь уже пенсионером. И в стаж пенсии входит только по 1,5 года за 4 детей. Если у меня их 10 или 20, мне все равно 4 только будут учитывать в стаж пенсии. И хотелось, чтобы как-то этот вопрос посмотрели. Потому что бывает не хватает этих 1-2 года или сколько-то еще, и это не учитывается. И, конечно же, для наших пап тоже, чтобы какие-то льготы были, потому что они, получается, и на работе, и в семье стараются помогать все это, чтобы почести были не только мамам, но и папам. Понятно. Значит, у нас на связи Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. По поводу первой вашей части, и второй, что касается мужчин, то это мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим. Что касается зачета при начислении пенсии, то это стажа. Мы обязательно посмотрим на это, ладно? Татьяна Алексеевна, прошу просто пометить. Владимир Владимирович, а мы уже по вашему поручению законопроект подготовили, он сейчас проходит процедуру и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Надо просто довести это до конца, с тем, чтобы, я уверен, что депутаты отреагируют положительно, надо просто довести до конца, чтобы это нигде не затерялось, чтобы была поставлена точка в этой работе.
Елена Николаевна, в отпуск вы куда обычно направляетесь? И получаете ли куда-то отпуск? В отпуск мы стараемся каждое лето ездить на озера, как бы частью семьи, потому что у нас семья большая, мы не помещаемся. Вот. И, ну, это у нас традиция, мы уже, получается, 13 лет ездим на эти озера, отдыхаем большими многодетными семьями, собираемся у костра, поем песни, дети очень счастливы, довольны. Вот, но хотелось, конечно, съездить куда-то подальше, если есть такая возможность. Всей семьей, вот прям всей семьей хочется отдохнуть. Елена Николаевна, у вас же день рождения. Какой мы с Татьяной Алексеевной можем сделать для вас подарок? Куда бы вы хотели съездить? Всей семьей. В качестве подарка на день рождения, на юбилей. В Сочи на Красную Поляну очень хочется. Все, договорились. В какое время года? В июне. В июне? Ну, хорошо. Да. Ладно. А почему в июне-то? Ну, июль у нас дети в лагерь едут, потом мы еще и на озеро хотели отдохнуть. Хорошо, хорошо. Просто есть еще зимний период, там Рождество, там этот период, там красиво очень. Обстановка праздника. Ну, в общем, вы подумайте. В любое время. Если в июне, значит в июне, в августе, там, где, когда хотите. Договорились? Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей. Спасибо огромное. Спасибо вам. Так, мы переезжаем в Еврейскую автономную область. Подрезова Мария Юрьевна и Алексей Николаевич. Пожалуйста, Мария. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Вот наша мамочка, дорогая и родная нам, что мы вам выражаем благодарность. Хотелось бы коротко рассказать о своей семье. Наша семья образовалась в 2000 году, и мы всегда гордились и радовались тому, что это год вашего президентства. Мы всегда это подмечали. На протяжении 25 лет у нас в этом году будет серебряная свадьба. Всегда мы чувствовали федеральную поддержку. Когда начался материнский капитал, у нас была Люба. И вот последующие дети у нас фактически все, на каждого ребенка что-то было по программе. То это был земельный участок, то это был материнский капитал, то это была выплата. И постоянно мы поддержку чувствовали. Конечно, как я был молодой жених, я привел жену в свой дом, заработанный. Но через 7 лет началось, мы попали в поле зрения уже как многодетные, в поле зрения области, и на каждый год нам делали поддержку. Мы уже 3 раза жилищный вопрос увеличения решался за счет федеральных и региональных выплат. Был материнский капитал, мы переехали в квартиру, но когда стало у нас 5 детей, мы переехали в свой дом, держали корову, у нас было много хозяйства. И у нас доступности школа, доступности ФАП, доступности клуб ДК. И наши дети, наш, так сказать, преимущество в том, что мы все, дети мои учатся на отлично. Краснодипломники за 9 класс, красный диплом за 11 класс, красный диплом. Это, конечно, заслуга. Значит, за все это время, конечно, наша мамочка дорогая, она по большей части находилась дома. Я был на работе, и она у нас и по образованию, и по медицине, и по всем вопросам внутреннего, скажем, устройства дома. И мы в прошлом году, Владимир Владимирович, по тоже программе «Большая семья. Опора России» ездили всей семьей в Нижний Новгород, в Дивеево, Арзамас. Очень посмотрели, это был первый мой выезд за границы Дальнего Востока. Чему, опять же, благодарность вам. Это по части нашей семьи, по части федеральных поддержек. И, конечно, хочется отметить, что на региональном уровне у нас все вопросы решаются. Нету такого вопроса, который бы не решился.
на сегодняшний день Мария Федоровна, которая у нас есть, где-то какие-то вопросы возникают, это мы все решаем на местном уровне, на региональном, на районном, все решается. Мы выезжали на отдых, и дети наши счастливы, радостны, довольны, и нашей мамочке хорошо, и когда у нее хорошее настроение, всем нам хорошо. Всем нам хорошо. Когда у нее настроение не очень, нам тоже бывает тяжело. А вот последний раз региональная тоже помощь, знаете, как бы вроде, может, и немного, у нас 6 учеников зараз, и еще студентка. И вот региональная помощь была в виде билетов на автобус. Казалось бы, может, и не так много, но для нее это очень удобно, не надо давать деньги, не надо давать финансы, билет, пожалуйста, вот этот есть проездной, дети садятся, потому что у нас дополнительное образование, это художественная школа, музыкальная школа, кванториум, все, дети разъезжают. Хотя школа вот у нас 500 метров, не надо было нам, как бы в этом нужды не было, но по дополнительному образованию эти билеты очень под руку нам оказались. То есть у нас вот так вот вопросы решаются. И вот мы переезжаем вот в новый дом, я построил трехэтажный дом, почти 200 квадратов. Дом, ну опять же, это с помощью региональной поддержки было, и федеральной в том числе выплаты хорошие. Есть на что еще оставить, чтобы дом где-то довести. То есть мы живем хорошо, и мои друзья, которые у меня есть, я хвалюсь, это дело я могу, и они смотрят с соседних регионов, что у нас есть региональная выплата на рождение 9-го ребенка 1 миллион рублей. С этого мы начали строительство нашего дома, и наши друзья соседних регионов очень даже заинтересовались. Другие друзья, глядя на нас, пошли на 5-го ребенка, говоря, что вон Подрезовы 10 детей и живут хорошо, а ну что, мы 5-го что ли не родим? То есть, глядя, это нам они сказали, очень приятно. Очень приятно, потому что люди видят, что на сегодняшний день многодетным семьям живется хорошо. У нас был друг, он был холостяк, до 40 лет не было у него ни дома, ни машины, ничего. Он женился, у него сегодня 4 сыновей, у него есть квартира, у него есть машина, и он хорошо живет. То есть мы это видим, и люди это обозначают, что сегодня многодетным семьям уделяется очень много внимания на всех уровнях. И на местном уровне все наши вопросы решаются. И у нас сегодня нету, Владимир Владимирович, к вам вопросов, кроме благодарности, низкого поклона за то, что вы с нами в течение вот всего нашего периода семейного. Большое спасибо. Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей по опросам, социологическим опросам, где-то больше 2 детей, а желаемое больше 3. Это очень, очень хорошая тенденция в обществе складывается. Благодаря в том числе таким семьям, как ваши, я об этом сказал с самого начала. Вот, Мария Юрьевна, как у вас получается, что вот я смотрю справки, здесь бумаги по семьям, с которыми мы сегодня встречаемся, все, которые закончили школу, получили золотые медали. Это так и есть, действительно? Да, получается, да, здравствуйте. Здравствуйте. Получается, старшие дети, да, закончили на отлично, золотой медалью. Ну, не знаю, мне говорят, они у вас сразу рождаются, таблицу умножения знают. Я говорю, ну да, конечно, так и есть. Ну, стараюсь подготовить к школе, вот, не знаю, мне кажется, в этом весь секрет, чтобы в школе они умели читать, писать, ну, а дальше... Ну, так как старшие хорошо учатся, то есть они же повторяют, они стихи уже многие наизусть знают, где-то математику, где-то... Вот у меня старший, младшего задает уже вопросы наперед, на 2-3 года, то есть они уже видят, как те учатся, они по математике, по литературе, еще почему-то, по истории, по географии. У меня вот мальчишки пошли, им очень интересно, они прям сразу посмотрели. Вот даже мы в Нижний Новгород ездили, они мне, мама, я только Великий Новгород, а Нижний как-то я... Мама говорит, это вот здесь, это вообще... Я думала, Великий...
Это я сейчас посмотрела. Великий с Санкт-Петербургом рядом, а Нижний чуть-чуть в стороне. Это они, мама, смотри по карте. Они мне сразу показали, научили, все. Так что они уже сейчас меня уже больше учат. Я только чуть-чуть в начале, а дальше сами. Каким спортом занимаются ребятишки? Какими видами? Мальчишки пытались одно время ходить на борьбу, ну и в школу там где-то футбол погонять, баскетбол сейчас у них. Но что-то у них как-то... Они на театр у меня сейчас пошли. Они вот сейчас играли 9 мая, ставили «Спасите Леньку». Блокадный Ленинград, мальчишка вот этот Ленька. Эти африканские звери он мечтал и записывал. Ну, говорят, скорее всего, он, конечно, ну, от голода. Типа посвященная такая театрализованная постановка, типа детям всем... погибшим детям, вот такая. Такая очень серьезная, такая это. Ну, понравилось, сняли, все красиво там. Как-то так. Они что-то на театр пошли, что-то спорт у нас как-то слабенько продвигается. Мария, какие есть проблемные вопросы, пожелания? Благодарность есть, что нас видят, что нам помогают. И за медаль тоже благодарность, что ну, так как-то. Ладно, хорошо. Благодарим. Вам спасибо большое, успехов. Новый руководитель у вас, вы ее чувствуете, как бы там, работа Ну, складывается? конечно, она старается, да. Мария Федоровна старается, да, видно. Но она только пришла и Да. что-то пытается сделать, да. То есть вы чувствуете как бы присутствие работы? Да, чувствуем уже, чувствуем. Чувствуем его помощь, Ладно. да. Спасибо большое, вам всего самого доброго, успехов и счастья. Поздравляю вас. Спасибо Да. вам. Да. Мгм. Пожалуйста, Балакай Олеся Викторовна и Юрий Николаевич. Пожалуйста. Кемеровская область. Добрый день, Владимир Владимирович. Здрасте. Для нас честь лично приветствовать вас. В нашей семье воспитываются 10 детей у нас, 2 дочери и 8 сыновей. Бытовые вопросы все у нас решены. Местные власти нам всегда помогали и помогают. На всех уровнях нам уделяется и внимание, и забота. Ну, хотел представить нашу семью маленько. Это супруга моя, Олеся Викторовна. Значит, старший сын у нас живет уже самостоятельный парень, живет отдельно, он работает уже, отслужил срочно, сейчас работает программистом. У нас семейная традиция айтишников. То есть сам я работаю разработчиком, и сыновья хотят пойти заниматься тем же ремеслом. Второй сын тоже срочно служил, тоже работает в телекоммуникационной компании. Третий Сергей у нас, это Александр. Третий Сергей у нас сейчас проходит службу в вооруженных силах. После университета он сейчас служит в ВКС. Есть у нас студент, второй курс заканчивает, Алексей. Тоже прикладная информатика у него, будет программистом. Школьник старший у нас в 11 класс идет Дмитрий. Он закончил художественную школу. Ну вот, пока не определился с профессией, но мы предполагаем, что он тоже будет айтишником. Андрей у нас в 9 класс переходит. Он занимается шахматами, серьезно. Имеет взрослый разряд уже. И следующая у нас Анастасия. Это у нас 7-й ребенок, но первая старшая дочь. Она ходит в кадетский класс МЧС. Сама выбрала, полгода просилась, чтобы ее зачислили в этот класс. Ходит в музыкальную школу, играет на гитаре. Максим у нас в 3 класс идет. Ну, серьезный парень, тоже играет в шахматы. Миша, наверное, уснул уже. И Маша, Маша у нас еще нигде не работает, как губернатор сказал, еще ищет себя. Ну, мы благодарны местной власти за
заботу, за внимание, которое нам уделяют. Я, как уже сказал, все бытовые, все вопросы у нас решаются. Проблем как бы и нет у нас. Все, что нам положено, мы получаем, все у нас есть. И даже вот теперь еще и губернатор выдал нам сертификат на семейный автомобиль многоместный. Вот. Отпуск мы проводим на сплаве. Летний отпуск у нас сплав по реке. Мы в автономном плавании находимся неделю. Всей семьей нас 18 человек. Ну, еще в семье брата. У меня еще есть брат-близнец, и у него тоже 4 сына. Ну, хотим выразить благодарность нашим родителям, потому что сейчас вот нас хвалят все, но это заслуга прежде всего наших родителей, которые нам привили традиционные ценности в свое время, показали, как правильно жить, как передали традиции нашего народа. Мы тоже в своей семье уделяем этому особенное внимание, чтобы наши дети знали историю своей семьи, своего народа. Да. У нас есть Максим, который попросил слова и хочет рассказать стихотворение. Максим, давай. Это буквально короткое стихотворение, которое он сам выучил. И в общем, нам показалось, это будет интересно. Давай, Максим, давай, зажигай. Я помню, горжусь, преклоню колено мраморной стены у вечного огня. И многие, как я, склонятся непременно, ведь каждый, кто погиб, погиб из-за меня. На улице звучит прощание славянки, и ветеранский хор, полевой шатер. Не будут чернозем давить с крестами танки и пушечным стволам подписан приговор. Я помню, сидят ветераны. Им путь к святым местам преодолеть трудней. Не так болят порой фронтовые раны, как причиняет боль беспамятность людей. Но в памяти живет и подвиг, и победа, и гордость за страну, и песни соловья. За тишину полей, и за медали деда, за трепет и покой во вечного огня. Здорово. Молодец, Максим. Спасибо тебе большое. И, хочу родителей поблагодарить за то, что вы делаете при воспитании своих детей. Вот дело не только, что мы живем в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а дело в том, чтобы наши дети всегда, мы сами, как мы, так и наши дети, всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чем стоит русская земля и на чем она стоять должна в будущем. Чрезвычайно важная работа родительская в этом смысле. И я знаю, вот смотрю по документам, что вы принимаете участие активно, и родители, и дети, в различных благотворительных мероприятиях. Так? Может, Олеся Викторовна, об этом добавите что-то? Об этом лучше не говорить. Но я... Для души полезнее. Угу, понятно. Вот правильно сказали, об этом, может быть, лучше не говорить, лучше делать. Вы этим и занимаетесь, вы делаете это. Это здорово. Это и, конечно, это самое главное, что лежит в основе воспитания людей. Когда мы, родители, что-то делаем, а вот это дети считывают мгновенно. Даже не так важно, что мы говорим и как говорим, а важно, что мы делаем. И вот когда вы это делаете, то это с детьми остается надолго, на всю их жизнь, и потом передается дальше из поколения в поколение. Вот у вас шахматист, я знаю, да, вы сами сказали. А как это получилось, что ему удалось и разряд выполнить? Там секция рядом какая-то шахматная, да? Пусть он расскажет. Ну,
Папа говорил, что многие мои братья занимались, но их завлекало это не так, как меня, потому что мне это очень сильно понравилось. Недалеко от нашего дома находится дом детского творчества, в который я хожу и обучаюсь шахматам. Частенько хожу на турниры, пытаюсь занять места. Как тренера зовут вашего? Андрей Витальевич Болт. Вот, видите, молодец какой. Хочу ему слова благодарности передать. И всем людям, которые с детьми работают по различным направлениям, потому что очень важно этот особый талант. Привлечь детей к тому, чем ты сам занимаешься с удовольствием, вселить в них уверенность в том, что они могут добиться результата и вести их к этому результату. Это очень тонкая, большая и ответственная работа. И хочу поздравить вашего тренера с тем, что вы добиваете успехов и разряды выполняете. И поблагодарить всех, кто занимается с детьми по самым разным направлениям. В спорте, в творчестве и просто по подготовке к исполнению школьных заданий. Вам спасибо. И всей вашей спасибо всем этим специалистам. А вашей семье хочу пожелать дальнейших. Вот ручку поднимает. Она просто так ручку поднимает или что-то хочет сказать? Просто играет. Вам всего самого доброго. Поздравляю вас и с праздником, и с наградами. Будьте счастливы. Спасибо. Пожалуйста, Пензенская область. Дарья Михайловна и Вячеслав Алексеевич Беляева. Приветствую вас, Владимир Владимирович. Посчитаем себя счастливыми, что мы удостоились такой чести общаться вот с вами так вот лично, как-то, немножко волнительно и тревожно. И мы живем в городе Пенза. Пенза – это символ Пензы – ласточка. Покажите. Ласточка олицетворяет стремление к развитию, движение вперед и крепким семейным отношениям. Созидая свою семью 22 года назад, мы понимали, что наша семья будет тоже многодетной. Так как моя супруга, она тоже из многодетной семьи, их в семье 6 детей было у родителей, и моя семья тоже многодетная. 12 детей у нас было, я 10-й ребенок в своей семье. И на сегодняшний день мы пока воспитываем 11 детей. И мне хотелось бы предложить слово Дарье Михайловне, супруге своей. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. И, как сказал мой супруг, мы оба из многодетных семей. И пример наших родителей, он был всегда перед нашими глазами. Их любовь друг к другу, забота, взаимопонимание, поддержка, вера в Бога каждодневно были у нас. И мы в своей жизни также стремимся подражать им. Мама моего супруга, Беляева Зинаида Алексеевна, была награждена медалью «Мать-героиня» в 1979 году. И указ о ее награждении подписал Леонид Ильич Брежнев. Так что у нас, можно сказать, поколение, преемственность. Традиция. Всем, и хочется мне также сказать тем семьям, которые хотят иметь много детей: не бойтесь, не смущайтесь, потому что дети – это наша награда, награда от Бога. Наш Пензенский край вообще очень богат талантами, всем известны такие имена, как Михаил Юрьевич Лермонтов, Всеволод Мейерхольд, Виссарион Григорьевич Белинский. И наши дети, конечно, не такие таланты, но
они с большим удовольствием играют на различных музыкальных инструментах. В нашем небольшом семейном ансамбле есть не только фортепиано, есть скрипка, виолончель, кларнет, баян, труба. И мы хотели бы выразить вам слова искренней благодарности за государственную, за социальную поддержку, за заботу о будущем наших детей, за заботу о вообще всех семьях, имеющих детей, особенно много детей, многодетных семей. И в ответ мы приглашаем вас к себе посетить наш Пензенский край, посетить нашу семью, наш дом. Дарья Михайловна, вот я смотрю, вы регулярно посещаете детские дома, дома-интернаты, концерты там устраиваете для воспитанников. Действительно, это так, Да, так и есть, такая да. практика? Ну, да, мы еще берем несколько семей многодетных, собираемся вместе и стараемся показать нашим детям, ну, чтобы они тоже умели частичку дарить вот таким семьям, у которых нет родителей. Да, что есть очень такие хорошо, семьи. здорово. Это очень душевно и красиво. Да, пожалуйста. Вячеслав Алексеевич, да, пожалуйста. Мне хотелось сказать, мы после рождественских праздников зимой ездили в один из детских домов, и у нас программа такая была, ну, мы готовимся тоже к этому. Программа была: кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. И что нужно сделать, чтобы иметь друзей? Каких мы хотели бы иметь друзей? И когда мы показали портрет некоторых людей, известных таких вот, ну, на нашем сегодняшнем земле, людей известных, таких богатых людей, и показали фотографию. Кто хочет иметь такого друга? Ну, некоторые поднимали, некоторые стеснялись, вот, хотел бы. Потом еще некоторые портреты показывали. Ну, дети так склонялись. Когда показали ваш портрет, кто хотел бы иметь такого друга? Все дети хором закричали: мы все. Так что у нас очень много друзей. Спасибо. Хотят с вами дружить. Да, и я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги и в правительстве, в администрации, да, в регионах, уверяю вас, говорю совершенно искренне, хотели бы иметь побольше таких друзей, как вы. Искренне говорю абсолютно, потому что вы настоящие. Вот Спасибо. вы настоящие люди, с душой, с сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей, как вы, это надежно, почетно и приятно просто. Приятно. С такими людьми общаться приятно. Вот я говорю искренне абсолютно, потому что мы далеко друг от друга сейчас находимся, но вот это чувство надёги, что называется, чувство симпатия, оно возникает даже через эти расстояния километров. Хочу искренне пожелать вам всего самого доброго, всей вашей семье. К сожалению, я так понимаю, что у вас с собой нет музыкальных инструментов. У нас есть, мы можем исполнить кусочек небольшой. Ну, то, пожалуйста, давайте доставьте удовольствие и мне, и всем, кто сейчас на связи с нами. Ну, не все, только 2 музыканта, потому что все музыкальные инструменты мы не смогли привезти. Я понимаю, просто. да, конечно. Чуть-чуть подстраховались, мы думали, что, возможно, Владимир Владимирович попросит, поэтому мы чуть-чуть подготовились. Спасибо. Тимофей, не волнуйся. Если вы приедете в гости, то мы лучше подготовимся. Спасибо.
Браво. Спасибо большое. Спасибо. Желаю вам творческих успехов и счастья. Всего хорошего. Спасибо. Удачи. Так, мы перебираемся в Ингушетию. Пожалуйста. Хамхуева. Мариам. Добрый день, Владимир Владимирович. И Беслан Русланбекович. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу передать слово героине. Добрый день еще раз всем присутствующим. Хотелось бы поблагодарить вас за столь высокое звание, что именно вы посчитали, что наша семья достойна этой чести. Было очень приятно, неожиданно, конечно, трогательно для меня. Спасибо вам. Вам спасибо. Пожалуйста, супруг, может, скажет что-то. Владимир Владимирович, очень приятно познакомиться с вами лично посредством видеоконференц-связи. Это для нашей семьи очень такое радостное событие, честно сказать. Спасибо вам большое за поддержку, которую вы оказываете многодетным семьям. И не только многодетным семьям, а семьям с детьми по всей стране, не только на региональном уровне. Наша семья состоит из 11 человек, в основном мальчики, честно сказать. 10 мальчиков, 1 девочка. Вот. Вы так как будто извиняетесь. Отлично. Не, ну, на самом... Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком. Да, наши дети занимаются спортом. Старший любит IT-технологии. Сейчас он решил поступить после 9 класса, он хочет пойти в техникум нефтяной. Второй мальчик у нас занимается спортом постоянно, дзюдо, футбол. Дома их практически не бывает. То есть друзья приходят, ходят на секции. В общем, ведем такую бурную жизнь, честно сказать. И проблемы возникают, конечно. Ну, как сказать, может быть, это даже не проблемы, а просто трудности. Ну, трудности, они решаемые. Их же не... поступающие проблемы, трудности, я думаю, решать нужно сразу. То есть... касается ли это детей, либо кого-то другого. Вот. Дзюдо-то кто занимается? Вот я смотрю, Соломбек? Пристань, Асхаб, поздоровайся. Да. Это Асхаб, второй мальчик у нас. Ага. Сразу видно, статный такой, бицепсы там просматриваются сразу. Как? Расскажи, сколько лет ты занимаешься? Скажи здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Занимаюсь я дзюдо начал недавно, а так в основном ходил в спортивный зал и в секцию футбола. Ну вот то, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо, потому что хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна. Тебе нравится сегодня? Ну, помимо дзюдо, дети наши еще занимаются, ходят на плавание, бассейн, секцию гимнастики. Я считаю, что гимнастика, она это основа телостроения, да, детского. Точно. То есть в будущем уже будет проще заниматься другими секциями, другими занятиями спортивными. Вот. Что еще могу добавить? А девочка-то ваша, вот, пока единственная дочка, она чем увлекается? Скажи, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй. Я увлекаюсь рисованием. Покажи рисунок. Я обычно я увлекаюсь рисованием и очень сильно люблю рисовать. Я ходила в разные кружки по школе,
по рисованиям, по разной учебе и тому подобное. Я бы хотела вам показать рисунок, на котором я изобразила... Я бы хотела показать рисунок, на котором я изобразила нашу родовую башню Лейми и Красную площадь Кремль. Супер. Молодец. И образы хорошие, потому что родовые башни на Кавказе – это история Кавказа и история народов Кавказа, история семей конкретных. Это все, что связано с нашими традициями вековыми. И рядом еще одна башня, Кремлевская. Все это на едином полотне. И ты объединила на самом деле, вот не знаю, сознательно или бессознательно, объединила страну, Россию, которая такая разная и такая единая для всех родина большая. И общую родину показала, и свою маленькую родину, малую. Круто, молодец. Это очень здорово. Спасибо тебе большое. И маме с папой спасибо. А еще Владимир Владимирович Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно. Мухаммад, встань, поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы. Давай. Громко. Где родился, там и пригодился. Говорят в народе, и не зря. Я родиной своей всегда гордился. И не нужна другая мне страна. Где буду я чужой, где буду лишний, где на меня посмотрят свысока. Огромная держава ты, Россия, не край любимая, Ингушетия моя. Умница, молодец. Я хочу родителей поздравить с тем, что у вас не только 11 детей, а с тем, что они у вас вот такие вот замечательные. Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо. Нет, вам спасибо за то, что вы так относитесь к своему долгу родительскому. И такие у вас, такие дети прекрасные. Я желаю вам счастья, всего самого доброго. Есть какие-то вопросы? Владимир Владимирович, вопросы, как сказать, вопросы имеются, да, то есть вот даже неудобно как-то и говорить об этом. Мы каждый год выезжаем на отдых на какой-то, то есть у нас проблемы возникают вот с транспортом. Приходится нанимать или «Газель» нанимать, или же машину кого-то просить, чтобы нас отвезли. Вот. Такая маленькая просьба, просто посодействовать, если есть такая возможность, по поводу транспорта. Если имеется какая-то государственная программа поддержки, которая позволяет это сделать. Вот. А так, да, было бы здорово. А так, в общем, Только благодарность. Только благодарность. Стараемся на благо региона, на благо России. Если Аллах даст, вырастим хороших будущее поколение, в общем, в наших руках на самом деле. Да, вы знаете, у нас родители тоже многое зависит. У нас говорят, сейчас вот ваш сын тоже говорил про некоторые вещи, которые у всех народов России на слуху. И вот здесь тоже, можно сказать, то же самое. Ответить на то, что вы сейчас сказали. На Бога надейся, а сам не плашай. А вот у вас так получается. Да. Вот да, у вас да, так и получается. Да. Вот в вашей семье точно. И на Господа, на Всевышнего нужно надеяться, Спасибо. Конечно, и к Нему обращаться, но и самим работать. И вы это делаете. Что касается транспорта, то будем считать, что вопрос решен. Там коллеги с вами мои свяжутся, еще поговорят. Ну, надо понять, должен быть такой очень удобный транспорт. Мы вариант найдем точно совершенно. Так что вам было удобно. Спасибо большое. Вам всего самого доброго, успехов и счастья. Так, До пожалуйста. свидания, вам тоже успехов. Да. Пожалуйста, Лукьянова Наталья Викторовна и Алексей Юрьевич. Крым.
Владимир Владимирович, мы очень рады вас видеть. Вы даже не представляете, насколько. Хочу прежде всего поздравить вас с праздником. Это Вознесение Господне сегодня. Поздравляю вас. Спасибо. Да. Да, мы благодарны вам, что вы нашу семью отметили так и удостоили вот меня звания мать-героиня. Благодарю вас за это. И да, еще хотела сказать, что все, кто узнал, что мы будем с вами общаться, просили передать привет. Вас все любят, вся страна, Татарстан, и здесь тоже. Все приглашают вас в гости. В общем, вас народ любит. Дай Бог, спасибо. Вот. Это взаимная любовь. Да. Что еще хочу сказать? Мы живем в Крыму с 2019 года. Первый раз мы приехали в 2009 году. Очень понравился нам этот климат. Мы просто, да, еще когда приехали, видеозапись делали. И потом, когда просматривали, посмотрели, какие мы приехали, все какие-то зеленые, синие, непонятного цвета. А через 5 дней уже видно прям да, на видеозаписи, что мы такие все сияем, сверкаем, глаза светятся, все румяные, все счастливые, здоровые. Ну, мы решили, что надо сюда переезжать. Вот, и когда 2014 год наступил, и случилось такое чудо, что мы решили, что теперь, да, теперь уже мы точно должны переехать. Вот. В 2014 году тоже такая была у нас история, что у нас была такая дряхлая машинка, а мы хотели в Крым поехать, а машины нету. Дети у меня закончили школу, написали учителям, что отдыхать едем в Крым. Я их спрашиваю, откуда вы, с чего вы взяли вообще, что в Крым, нам не на чем ехать. Но вот Рустам Нургалевич, ну вы его знаете, он нам прям вовремя подарил автомобиль. Ровно за неделю до отпуска. Вчера с ним разговаривал. А? Вчера с ним только Да, разговаривал. привет передавайте, По текущим он нас делам. помнит, наверное. Да. Вот, и да, за неделю до отпуска он подарил нам автомобиль, мы сели и полетели в Крым. Да, там паромная это была тогда переправа. Вот, и да, что, да, вот мы ехали, помню, и там очередь была на пароме. Такая в трое суток люди стояли, все хотели в Крым. Вот, и ну, я ехала, нас пропустили без очереди, потому что маленький ребенок у нас был. Вот, и я смотрела на эту очередь, думаю, как же там люди-то живут, ждут это все, ну, хотят сильно в Крым. Вот, ну, в очередях есть плюс, конечно, там люди знакомятся, там люди живут своей жизнью, да. И да, это вот как раньше в Советском Союзе очередь за колбасой, а тут очередь в Крым. Да, все очень хотели попасть. Да, и вот в 2014 году мы ездили здесь вот по Крыму, и что очень понравилось, что машин на дорогах нету, мало было машин, мы все посетили, все музеи, все, что можно было посетить, разъезжали, наслаждались, и на Петре, везде побывали. Вот. А потом, когда мы уже переехали сюда, в 2019 году мы переехали, познакомились с соседями, и как-то у нас разговор зашел за то, что столько много автомобилей, вот раньше в 2014 году не было, так хорошо было по дорогам разъезжать. Да, и они такую историю сказали, что, а знаете, вот когда мы в 2013 году жили, мы все, кто хотели купить велосипед, в 2015 купили все автомобили. То есть такое благосостояние у населения такое вот повысилось. Ну, это вообще было так удивительно и приятно, да, что вот люди наконец-то из такого состояния вернулись на родину, и все счастливые, и все просто в восторге. Да, и Крым вот развивается просто вот, да, очень так динамично. И все строится, и садики, и школы, и дороги. Вот, да. Что еще? Музеев очень много, да, мы вот посещаем музеи, любим посещать. И, ну, естественно, отдыхать на море, да.
Что еще? Задавайте вопрос. Алексей Юрьевич может что-то добавить. Пожалуйста, Алексей Юрьевич. Добрый день, Владимир Владимирович. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что у нас появилась возможность жить в Крыму. Вот. Благодаря развитию энергетики Крыма, вот, я сам по профессии энергетик, у нас появилась такая возможность переехать в Крым. Вот. Наблюдая с 2009 года за развитием Крыма, я просто не устаю поражаться, какая масштабная работа у нас проводится. Вот. Благодарность Сергею Валерьевичу Аксенову огромная, то, что он нас поддерживает постоянно. Вот. Оказывает всяческую помощь нам. Вот. Все наши проблемы решаются. Да это даже не проблемы, а такие мелочи бытовые, но они решаются очень быстро. Вот. Огромная благодарность вам лично, то, что вы принимаете участие в развитии и Крыма, и людей поддерживаете. Вот. У меня только слова благодарности. Вот, что касается... Да, хотела сказать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Про Крым хотела сказать, что Крым, да, это такое райское место. Это просто сказка здесь жить. И да, приезжайте, посещайте тоже наш Крым. Да, и да, что еще хотела сказать, что... Крым наш. Да, Крым наш. Вот, и да, хотела Да. Не, прошу. Пожалуйста. Да? Хотела такое стихотворение, мне в 2009 году как раз я увидела. «И пускай увижу 100 планет, все равно как должное приму. Лучше места во Вселенной нет, знаю, рай находится в Крыму». И это не просто слова, действительно, вот это действительно рай на земле. Уникальный климат и природа. И знаете, мне кажется, вот Крым, он даже не столько уникален еще природой, и вообще вот эта атмосфера, то, что здесь такие люди живут, доброжелательные, такие простые, такие, да, открытые, удивительно просто. И да, как будто вот всех в Советском Союзе воспитали, и вот они вот такие. Но при этом они сильные духом, прям вот у них такая воля к свободе, вот, ну, такая вот сила какая-то, вот как в песне поют, воля вольная, та, что жизни милей. То есть люди настолько вот за свободу, за справедливость, и, да, стоят всегда. В общем, вот это нравится в людях здесь такое. Знаете, такой характер, дух. Это вот характер крымчан, севастопольцев, он ведь формировался там из столетия в столетие, из десятилетия в десятилетие. И хоть и потери были колоссальные во многие периоды, в Крыму происходили очень непростые события, и, можно сказать, кровавые и в XIX веке, и потом в XX. Тем не менее, вот эта традиция этой земли, она людям передается из поколения в поколение. Там действительно, вот вы вспомнили по 2014 год, ведь прежде всего все, что произошло, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание, стремление людей вернуться на родину, на свою историческую родину. Вот, и именно мы реализовывали стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по сути дела, по их решению. Россия только поддержала людей, крымчан и севастопольцев, в их стремлении вернуться в Российскую Федерацию. А что касается Крыма, его климата и так далее, это уникальное место на Земле. Это действительно много райских местечек на планете, много. Но Крым даже среди них занимает особое место. Ну, я думаю, вы знаете уже, в чем там все дело. Это
морской воздух проходит через практически всю территорию Крымского полуострова, а потом возвращается, а прямо на южном берегу там вообще он проходит через все эти все зеленые насаждения, всем, чем Крым богат, бьется вот в стену высокую, заворачивается вот так, и опять второй раз проходит по этой территории. Ну, и в целом в Крыму, и на южном берегу, особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей. Вот вы когда сказали, мы приехали такие зеленые, да, через некоторое время уже почувствовали себя совсем по-другому. Это действительно, в том числе и, может быть, прежде всего, это особенности Крымского полуострова с точки зрения его природных особенностей, богатств. Ну, испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими. Это известно хорошо из истории. Но и с сегодняшнего дня тоже. Не случайно мы там стараемся вот это направление деятельности поддерживать и всячески развивать. Так и будем делать дальше. Дети-то чем у вас занимаются? Там есть нормальные условия для развития детей? Смотрю, здесь они у вас и тоже в музыкальные школы ходят, да? Вместе с мамой выступают на конкурсах. Да? Что за конкурс? Не, мы в Татарстане это все выступали, и да, в музыкальной школе вот девочки учились. Это сейчас они уже выросли, уже замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Да, они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным. Спасибо большое, это такое предложение. Спасибо. Ну, дети занимаются, да, боксом, ходят, Вот смотрю, тяжелая атлетика. Мальчишки у вас в форме. Что это за форма, ребят, расскажите? Рассказывай. Кадетская. Андрей, иди сюда, расскажи. Да там слышно, наверное. Иди сюда, расскажи. Какая у тебя форма? Кадетская. Рассказывай. Что у тебя за форма? Кадетская Кадетская? форма. Угу. А ты ходишь Да. в кадетское училище ходишь? Ну, Кадетский класс. Кадетский класс. кадетский класс Кадетский класс. хожу. Да. Да. В чем особенность этого кадетского класса по сравнению с другими классами? То, что там хорошая дисциплина, ну, еще там строевая подготовка есть. Еще там мы учим, что было там в войне Второй мировой, в Первой мировой, что было. Историю изучаете, да? Да, историю. Такую военную Что- историю. Здорово. Она Военную формирует наше сознание, история. Это очень, очень важное направление знаний. И наука такая очень, очень важная наука. Это не только не о будущем, это не о прошлом, это о будущем в значительной степени. Так что я тебя поздравляю с этим выбором. И вообще хочу и маму поздравить с наградами, с результатами вашей родительской работы, вашей миссии родительской. Вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Вопросы есть ко мне какие-то? Просьбы, может быть? Хотели поблагодарить за, да, еще вот Сергей Валерьевич нам вчера подарил автобус, и мы теперь, да, можем со всеми детьми, со всеми внуками, сколько у нас есть, все в этом автобусе путешествовать. Да. Да. Но вопрос у меня, знаете, у меня был вопрос 10 лет назад, не меньше, в общем, у меня пришла такая мысль, что я с вами встречусь, и у меня будет только возможность задать вам один вопрос. И вот я подумала, какой вопрос я вам задам. И я придумала. А когда мне сказали, что мы с вами встретимся, и у меня этот вопрос вспомнился, и он, знаете, не потерял актуальности. Вот хотела задать. Можно?
Пожалуйста. Да. Внимание, вопрос. Владимир Владимирович, что вы делаете для того, чтобы так хорошо выглядеть? Я тоже так хочу. Движение. Ну, понимаете, во-первых, вы прекрасно выглядите. Там, да, Спасибо. Да, я откровенно говорю. Так, а во-вторых, очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать их целей. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это вот самое главное. Ну, а все остальное – это вещи, которые прилагаются. Спорт, режим, ну, и так далее, и так далее. Вот, но самое главное – это иметь какие-то внутренние важные целевые установки и стремиться к достижению поставленных перед собой целей, к решению задач. И чем масштабнее они, тем лучше, тем это больше мобилизует. Но у вас все получается. Вы понимаете, даже я не знаю, что важнее в жизни. Вот то, что вы делаете, может быть, самое главное. В этом смысл вообще жизни любого человека. А. Продолжение рода. А. И Б. Это определенное качество работы с детьми. Они, я не знаю, если что-то важнее. Это вообще, в этом вообще ключ бытия, смысл бытия. Поэтому у вас как раз все получается. И если что-то, что дает человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей. Я сомневаюсь. Много важных вещей, которые мы делаем в жизни, но это самое главное. Я вас с этим и поздравляю. Спасибо. Спасибо. Да. Так, пожалуйста, Рязанская область. Майсумова. Мама и папа. Николай Валерьевич и Людмила Феликсовна. Пожалуйста. Здравствуйте. С праздником вас, Вознесения Господня. Хотелось бы начать со слов старца Иоанна Христианкина о том, что миром правит промысл Божий. И я верю, что этот промысел Божий сейчас нас собрал здесь. Вот, и соединил нашу семью. Хотя мы с отцом Николаем были совсем других мыслей и настроены на другой путь жизни. Я думала, стоит ли упомянуть эпизод нашей жизни, когда мы вот встретились, как нас Господь соединил, но решила сказать вкратце, это просто удивительно, так получилось. В начале 2000-х годов я случайно, хотя у Господа случайности не бывает, оказалась в Скиту, это Ступинский район, Ильинский скит села Верзилово. Это я потом узнала уже, что этот скит подворье Сретенского монастыря. Вот я встретилась и с отцом Тихоном. Я его, конечно, тоже не знала, совсем девчонка еще была. И я приехала туда пожить там. И этот весь уклад жизни, эта тишина и монашеская жизнь на меня такое впечатление произвела, что я захотела остаться там. Я только воцерковлялась, и меня вот призывающая благодать так посетила, что я все готова была оставить, весь мир с его суетой. Вот. И мы, сестры, да, нас владыка Тихон благословил, мы поехали в паломническую поездку в Оптину пустынь. И там Господь правил мою встречу вот со старцем Илием. Я при разговоре его попросила, говорю ему: отец Илий, я так хочу остаться вот в Скиту, но
я думаю, что родители будут против. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь вот управил мой путь. Он, подумав, сказал мне: ты знаешь, у тебя все будет хорошо, и ты станешь матушкой. Обязательно вот у тебя все будет хорошо, ты станешь матушкой. Я такая довольная отошла от него, он меня еще позвал: как тебя зовут, я буду за тебя молиться. Я сказала, как зовут, все, отошла. Меня сестры спрашивают: ну что он тебе сказал? Я сказала: я с вами останусь. Я очень рада этому. Вот. Но Господь меня оттуда просто вывел, да, промысл Божий уже шел дальше. Я должна была стать матушкой не в монастыре, а в миру, оказывается. Вот. И потом были долгие годы учебы, иконописи. Я подрабатывала в лавке церковной на Соколе, и там мы встретились с отцом Николаем. Это, я даже помню этот день очень хорошо, запомнила, потому что я купила, значит, билет в паломническую поездку в Крым. И все оплатила, и была так настроена ехать, но Господь меня удержал, не получилось у меня поехать в этот день. И я такая расстроенная вышла на работу, вот, и в этот день вот, будущий он в семинаре учился, будущий отец Николай, он, значит, проходил службу военную в Крылатском. А можно было и не проходить службу семинаристом, но он захотел вот уже на последнем курсе семинарии. И ему надо было на водный стадион проехать, а с Сокола там быстрее. И вот он зашел случайно в эту церковную лавку, и мы так познакомились. И еще хотела такой момент уточнить, что отец Николай тоже ездил к старцу в Пафнутий-Борский монастырь, к старцу Власию. А он его отец Николай спросил: какой мне путь избрать? Вот я бы хотел бы и монашеский, может, и семейный. Отец Власий ему сказал: только семейный у тебя путь. Вот. И так вот нас Господь соединил удивительным образом. Я хотела бы еще сказать, что вообще семья лечит душу. Вот эти вот наши трапезы общие. Да, кто-то скажет: ну что там такого особенного? Наша молитва ночная тоже, которая нас объединяет. Потом паломнические поездки, просто поездки с палаткой, да, на природу. Потом чтение на ночь. Да? Потом многое лето в день рождения. Вот к чтению на ночь, я помню, мы прочитали «Не святые святые», это было 7 лет назад. Да. Вот. И решили, по впечатлениям, мы читали по 3-4 страницы ночью детям. И когда прочитали уже, вот, сменяя друг друга «Не святые святые», решили поехать в Псково-Печерский монастырь. Так нас вдохновила эта книга. Вот, мы, значит, приехали, побыли там, такие довольные. И, конечно же, совсем с другого ракурса, особенно старшие дети, смотрели на монастырь, вспоминая эпизоды из книги. Вот. Вот. И отец Николай, я хотела сказать еще, он просто потрясающий супруг. Если бы не его поддержка, я бы не осилила этот путь сама. Вот. И это вот заслуга и награда на больше половины, я думаю, это его заслуга. Вот. Он и возит детей на всякие секции, кружки. Он и может мне сказать: иди в мастерскую, дом я беру на себя. Иди пиши икону, у тебя много заказов. Вот. Он может и приготовить, и полы помыть, и посуду помыть. И все это сделать замечательно. Я почему об этом говорю? Потому что это наблюдают старшие дети, старшие мальчики, которые думают: это же девчачья работа. Но отец показывает, что помощь матери – это превыше всего. Вот. И вот кажется, да, все это так естественно, да, все это так просто, но вот как раз из простого получается что такое значимое и большое в жизни. Еще хотела упомянуть такой случай. Это у нас экскурсия была в Кремль, да. Нас сопровождал, вот совсем недавно, нас сопровождал фотограф.
я обратила внимание, что было очень много китайцев. Они буквально там дергали детей, чтобы с ними сфотографировались дети. Вот. И каждый раз, когда нас фотографировал фотограф, китайцы сзади подстраивались. Вот. И с таким восторгом, я просто смотрела на них, детским восторгом и удивлением они фотографировали нас тоже. 15 или 20 китайцев. Вот так вот. Я вспомнила, что у них вроде, если не ошибаюсь, после 3-го ребенка, да, надо платить налоги от государства. Да, государству. Они не могут себе позволить такой роскоши, как мы. И я, конечно, вам благодарна, что у нас нет таких диких законов, таких выплат. Вот. И вы всячески стараетесь поддержать нас. Вот. И за счастье быть матерью и отцом столько, сколько нам даст Господь, Бог. И каждый раз задать один и тот же вопрос. При рождении ребенка у нас один и тот же вопрос всегда возникает. Ну как же мы жили без тебя? У нас последние дети – это Марк, Герман, Ефрем. Ну как же мы жили без него? Ну как это вообще? Просто такой вопрос каждый раз возникает. Вот. И за то, что вы возрождаете в России вот дореволюционные вот эти устои, да, когда многодетность была нормой и считалась благословением Божиим. Вот за это вам очень признательны и благодарны. Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она, конечно, для меня мной написана в рекордные сроки, просто в рекордные, в несколько дней. И я написала ее. Меня поддержал батюшка, говорит, давай ее напишем. Матерь Божия будет как благословением нашей беседы. А потом ты после эфира уже ее покроешь. И тарелочки тоже я расписала. Там цитаты из поучения наших святых отцов. Это старца Иоанна Крестьянкина, старца Павла Груздева, потом 2 греческих старцев. Вот хотели вам от нашей семьи преподнести в подарок, чтобы вы вспомнили о нас. И помнили, что в самой глубинке, мы действительно в глубинке Рязанской области, граничим с Тамбовской и Липецкой области, есть преданные и любящие Россию и своего главнокомандующего сердца. И батюшка вот хотел еще сказать, отец Николай. И я хотела... Да, Владимир Владимирович, я хотел вас поблагодарить, хотел высказать одну свою мысль. И у меня есть к вам одна просьба. Мысль моя такая. Вот мы многодетная семья, но смысл любой семьи – это не прежде всего чадородие. Вот я часто совершаю крещение для сельской местности, часто, и после крещения спрашиваю, провожу беседы с людьми. У меня есть контрольные вопросы. Я спрашиваю, в чем женщина видит свое предназначение, и в чем мужчина видит свое предназначение. И все женщины видят свое предназначение в чадородии, рожать детей. А мужчины видят свое предназначение, чтобы зарабатывать, кормить, одевать, учить этих детей. Но на самом деле фундаментальное предназначение любого мужчины – любить свою жену. И фундаментальное предназначение любой женщины – любить своего мужа. А на этом фундаменте уже можно строить здание своей жизни. Это и семейный очаг, это дети, это зарабатывать деньги, кормить, одевать, воспитывать. Но самое главное, чтобы была любовь. Я желаю всем семьям нашим любви, вот именно фундаментальной любви. Хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете, потому что сам я рос в многодетной семье, нас было 9 братьев и сестер, и мое детство пришлось на конец 80-х, 90-е годы, и я помню, каково жилось нашей семье, когда мы были никому не нужны. И как живем сейчас мы, как небо и земля. Совершенно все поменялось, и все делается. Просто многие люди живут ностальгией прошлого, что раньше жилось хорошо. Кто-то живет ожиданием светлого будущего, что будет потом хорошо. А вот вы стараетесь, помня прошлое, стремясь в будущее, не забывать и настоящее. Потому что из настоящего и складывается наша жизнь. Хотел попросить вас
У меня просьба есть вот такая. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь. Берегите себя, потому что вы нужны отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам. Потому что бывают правители и времена, попущенные Богом, бывают правители и времена, благословенные Богом. Я глубоко убежден, что сейчас мы живем во времена благословения Божьего. И Господь благословил вас нам. И хотел бы пригласить вас к нам на Рязанскую землю, Александро-Невский район. У нас уникальный район, он носит имя великого правителя, полководца, дипломата Александра Невского, и районный центр, и сам район. Наша земля еще славна великим человеком, вашим земляком, генералом, белым генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. У нас в районе находится его усыпальница, музей. Он не потерпел ни одного поражения, сражаясь с врагами Отечества, русско-турецкой войне. Комплекс этот развивается, строится, благоукрашается. И, конечно же, в нашу семью. Мы строим дом по программе развития сельской территории, большой, двухэтажный, вместительный. И на новоселье, конечно, вас приглашаем к нам в дом, разделить с нами нашу общую трапезу. Мира вам и Божьего благословения на многое и благое лето. Спасибо. Позвольте вас спросить еще такой вопрос. Мне вас Господь удостоил встречи с такими людьми, как старец отец Иоанн Крестьянкин, старец, ныне уже почивший, Илий Ноздрин. Вот какое впечатление у вас осталось от этих встреч? Если это не очень личное, хотя бы так в общих чертах, скажите, пожалуйста. Да, я встречался и с одним старцем, и с другим, общался с ними. Они очень глубокие люди были, очень глубокие, искренние, и в то же время с твердым внутренним стержнем и характером. Вот это, пожалуй, самое главное было впечатление. И от одного человека, и от другого. С одной стороны, это люди глубокие, такие, с философскими взглядами на жизнь, и очень с большим чувством всегда к людям относившиеся, и в то же время с твердым, таким жестким, я бы сказал, характером и внутренним стержнем. Вот это, пожалуй, самое главное впечатление. Я сейчас не буду вдаваться в детали наших разговоров. Конечно. Некоторые вещи я запомню навсегда и буду иметь в виду даже в ходе своей работы, но вот это главное впечатление. Вот что бы еще хотел сказать, отметить, когда вас слушал. Вот батюшка сказал сейчас по поводу того, что и как он говорит людям, когда встречается с ними. Действительно, любовь, она в основе христианства. Ну, пожалуй, и всех других мировых религий, но в христианстве, наверное, в первую очередь, да и в основе нашей жизни. И если дети появляются в любви, то тогда им гарантирована счастливая жизнь и жизненный успех. Это чрезвычайно важная вещь. Но вот и в этом смысле рождение детей, чадорождение, как батюшка выразился, оно тоже становится одним из главных смыслов в жизни. Но, разумеется, если все это происходит в любви. Вот когда вы сейчас говорили, мама сейчас говорила в этой большой семье о том, что ее супруг готов взять на себя при необходимости какие-то семейные обязанности и по дому там что-то помыть, там, что-то привести в порядок, а супругу свою отправляет, дает ей возможность, точнее, заниматься творчеством, в том числе вот таким замечательным творчеством, как иконопись. Это не просто смирение, а это форма проявления любви. И это вот важно. Поэтому да, так и есть. И она, конечно, это любовь в основе любой семьи, в центре любой семьи находится. Она
она в основе счастья, конечно. Я искренне желаю вам всего самого доброго. Спасибо вам большое за вашу работу и в семье, и с людьми, с которыми вы общаетесь так или иначе. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Да. У нас в этом году юбилей получается, да? 20-летие. Забыли упомянуть. 20-летие нашей семейной жизни. Здорово, я вас поздравляю. Об этом еще сказать, я забыла. Спасибо. Она какая называется? Спасибо. Свадьба-то какая называется? Сколько лет вы вместе? Я даже не знаю. 20 лет. 20 лет, а как она считается? Угу. Ну, в любом случае, это событие приятное. Я вас поздравляю. Все. Благодарна вам. Спасибо. Спасибо большое. Так, пожалуйста, мы перебираемся в Запорожскую область. Елена Петровна и Руслан Михайлович. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Очень рады, что у нас есть такая возможность иметь с вами прямую трансляцию. Это необычайно для нас трепетно. И в первую очередь хочется сказать большую благодарность за такую высокую награду, которой мы удостоены, наша семья. И с одной стороны, это для нас очень почетно. С другой стороны, мы чувствуем, что это высокое доверие от вас, как президента Российской Федерации, от всего российского государства, чтобы мы, как родители, могли и дальше выполнять поставленные задачи перед нами в развитии детей, в воспитании детей, в том, чтобы они выбрали свои профессии, чтобы они стали впоследствии достойными гражданами нашей Российской Федерации. У нас очень много есть изменений в нашем регионе за то время, как мы исторически вернулись на свою родину и вошли в состав России. И об этом хотела бы сказать моя дорогая супруга Елена Петровна. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, я Елена Петровна, мать этих 8 замечательных детей, 4 дочек и 4 сыновей, хотела бы сказать вам следующее. Многодетные семьи Запорожской области пережили непростые времена. Годы неопределенности, экономических трудностей и социальной нестабильности произвели глубокий след в жизни людей. Но однако с приходом в Россию у нас все начало налаживаться, все начало по-новому, происходить по-новому, к лучшему, все стало к лучшему. И хочу сказать, что особенно для тех, кто воспитывает несколько детей, для многодетных семей Запорожской области со стороны государства имеет большое значение эта поддержка. Это не только материальная помощь, но и уверенность в завтрашнем дне. В Запорожской области уделяется активная поддержка со стороны наших властей для поддержания семьи и детства. Особую благодарность хочу выразить нашему губернатору Балицкому Евгению Витальевичу за огромный вклад в наш регион. Это большая забота о наших жителях, это большое сердце уже много лет. Это сейчас строительство областной больницы, это ремонт садиков, школ. Очень большая благодарность ему и за всю инфраструктуру, которую мы имеем. Одной из главных мер является увеличение пособий и выплат на детей. Мы, как семья, получали материальную помощь, гуманитарную помощь, а также пособия со стороны государства в начале СВО. Это нам, родителям, позволило направить наше внимание на наше развитие и образование наших детей. Мы никогда не сомневались в поддержке со стороны России. С самого начала, в мае и июне, наши дети уже участвовали в городских мероприятиях. Наши дети Михаил и Виктория пели, играли. Например, 9 мая участвовали в этом празднике. Или же под руководством Евгения Балицкого был форум «Мы вместе с Россией». Наши дети пели песню «С чего начинается Родина». Также наша старшая дочь Кристина, она много участвовала в волонтерской деятельности нашего региона. Сейчас организовывается много поездок, экскурсий, поездок в интересные места, обмен опытом.
Также наши старшие ребята были на кремлевской елке в городе Москва. Важным аспектом является получение образования. Многодетным семьям Запорожской области предоставлены льготы для поступления в высшие учебные заведения. Выплачиваются стипендии. Это дает возможность получить качественное образование. Наша старшая дочь Кристина уже обучается на 3-м курсе Мелитопольского вуза, Государственного университета. Наши младшие дети тоже планируют развитие в отделе образования. От имени всех многодетных семей Запорожской области хочу выразить благодарность всей России за внимание и поддержку. Эта помощь позволяет нам преодолевать трудности и растить детей в достойных условиях. Спасибо вам, Владимир Владимирович, а также всей России за то, что мы теперь вместе. Хочу передать слово нашей дочери Кристине, на пару слов скажет. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Кристина. Хотела поблагодарить немного вас. Большая благодарность вас за центр, лагерь для детей, филиал Артека, в котором были мои братья и сестры, также за молодежный центр «Маяк», где собираются молодые люди для создания новых идей, новых проектов, получения новых знаний, в котором я не один раз также была. И благодаря федеральной программе я была во многих всероссийских форумах, участвовала в многих проектах, акциях, волонтерской деятельности, где получила новые знакомства, новые знания, эмоции. И, конечно же, самое запоминающееся для меня был Всемирный фестиваль молодежи в прошлом году, который оставил большие эмоции, которые я запомню на всю жизнь. Знаете, меня действительно радует то, что молодежная политика в России очень развита и многообразна, что дает возможность молодому человеку в нашем регионе развить свой потенциал, получить финансовую помощь в виде гранта или какую-то помощь от специалистов и профессионалов. И это дает большую привилегию. Вам большая благодарность за то, что помимо данной отрасли вы развиваете и все отрасли в России, что дают возможность очень комфортно и счастливо жить в Российской Федерации. Да. Смотрите, я посмотрел, у вас дети занимаются хореографией, вокалом, да, фортепиано, по-моему, баскетболом занимается кто-то. Там вот все эти возможности предоставляет местная музыкальная школа. Да, именно так. Это, знаете как, у нас музыкальная школа, раньше это так было, что только для многодетных бесплатно. Сейчас, в данное время, все наши дети, и другие дети могут абсолютно бесплатно обучаться в музыкальной школе. То же самое наша дочь София, она занимается баскетболом и уже много раз принимала участие в соревнованиях регионального уровня и уже всероссийского. То есть в других городах, там Алушта, Саратов, какие другие города? Краснодар, да. Вы знаете, я хочу сказать, еще, Владимир Владимирович, дополнить, что в регионе очень много делается, так как наш город, он находится в зоне специальной военной операции. У нас часто бывает Мария Алексеевна Львова-Белова. Мы лично с ней знакомы, когда открывали Центр социальной помощи для детей и семей, которые пострадали от военных действий. И часто мы видим очень большое внимание в нашем регионе, потому что развитие постоянно на глазах, мы постоянно за этим следим. Строятся дороги, меняется инфраструктура. Если раньше, нам просто есть чем сравнивать. Если раньше, например, мы ехали по хорошей дороге, для нас это было, знаете, непривычно, то сейчас наоборот. Если мы выезжаем на какую-то проселочную дорогу, нам это непривычно, потому что мы уже привыкли ездить действительно по хорошим дорогам. Это правда. Ну, дай бог. Тем не менее, у меня вопрос. Я смотрю, вы стали победителями областного этапа всероссийского конкурса «Семья года». Да? У вас такая активная в целом семья. Конкурс был сложным? Сложный конкурс был? Ну, конкурс был на региональном уровне сначала, там было несложно. А когда мы вышли на федеральный уровень, там было 400 семей, по-моему, и мы вошли в эту двадцатку многодетных семей, которые вышли на рейтинг повыше, и мы выиграли. У нас было очень много, может быть, достижений. С приходом России у нас вот такая стопка
благодарности, грамот, дипломов. И, я не знаю, может быть, из-за этого у нас просто очень активные дети, у нас в обед никого нет дома, все чем-то заняты, все бальные танцы, музыкальная школа, театральная, у нас никого нет дома, кроме малыша. Понятно. Вот, может быть, какие-то есть соображения по поводу организации конкурсов подобного рода? Все-таки вы через это прошли, и, может быть, есть какие-то соображения, вы могли бы нам что-то подсказать с точки зрения организации этой работы? Ну, вы знаете, по организации я могу сказать, что мы были на поздравлении, на награждении в Кремле, в Москве. И вы знаете, когда мы были там, у меня возникла мысль, я думаю, если была возможность с вами встретиться, поговорить, я хотел бы выразить благодарность вообще за 24-й год, год семьи, потому что это весь год мы слышали эти новые программы, новые какие-то программы развития. И когда мы были в Москве, мы видели, на какой был высокий уровень подготовки, как нас встретили. И эти более 500 человек тогда приехали со всей России. Насколько была просто эта организация, на каком высоком уровне, что, вы знаете, даже нечего добавить, просто потому что это действительно от государства такое большое внимание уделяется многодетным семьям и вообще развитию семейных ценностей. Поэтому даже, знаете, даже и нечего добавить, потому что высокий очень уровень подготовки. Спасибо вам большое за эту оценку. Для меня это важно, чтобы понимать, что происходит и как это оценивается теми, для кого это делается. И понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше, и для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории Российской Федерации, где бы эти семьи не проживали. Вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. И, пожалуйста, спасибо большое. Да, Калининградская область, семья Конкиных, Кристина Алексеевна и Петр Вениаминович. Пожалуйста. Здравствуйте, многоуважаемый Владимир Владимирович. Мы проживаем в Калининградской области, являемся практически коренными жителями Калининградской области. Видим, что очень также бурно развивается инфраструктура. Проживаем в Гурьевском районе Калининградской области. Наш район, он один из самых таких развивающихся, бурно развивающихся районов. И хочется сказать, что Бог за время нашей семейной жизни, сколько мы проживаем здесь, с 15 лет мы в браке, Бог подарил нам 9 деток. У нас 2 сыновей и 7 дочерей. Все детки практически обучаются в обычной, 5 детей обучаются в обычной школе и в музыкальных учреждениях. В музыкальные учреждения мы ходим на классы скрипки, виолончель, флейта, фортепиано и гитара. Что сказать о нашей семье еще? Что мы очень крепкая, дружная семья. Очень хотим, чтобы наша семья была добрым примером окружающим людям. И все для этого делаем. Стараемся, чтобы когда у нас есть возможность посещать дома престарелых с музыкальной программой, и посещаем дома-интернаты. Чем можем, свидетельствуем о любви, о тепле, которое мы имеем в кругу нашей семьи. Хочется вам тоже выразить большую благодарность за высокую государственную награду Орден Родительская слава. Дело очень хорошее, что вы начали большую заботу. Посещая школы, скажу, что школы переполнены. На самом деле в нашем районе очень много детей, можно сказать, даже вдвое переполнены. Это уже плоды того, что мы видим своими глазами, что на самом деле рождаемость
высокая. И очень благодарен вам за все. Спасибо. Кристина Алексеевна, добавить? Да, я тоже хочу сердечно поблагодарить вас за вот эту высокую награду для нашей семьи. И хочу, конечно, благодарность выразить своим родителям, потому что это вообще их заслуга, то, что они воспитали меня так, и то, что для меня большая семья – это большая ценность. И у нас вот дочка старшая, она занимается на скрипке, она тоже для вас приготовила произведение, хочет сыграть вам. С удовольствием. Думаю, что и я, и все участники нашей сегодняшней встречи скажут ей только спасибо. Пожалуйста. Браво. Спасибо. Спасибо большое. Какие-то, может быть, есть вопросы, да, Кристина Алексеевна, ко мне, вот, к моим коллегам, которые участвуют в нашем сегодняшнем мероприятии? Пожелания? Я бы очень хотела попросить вас, чтобы и внимание обратили на мою маму, потому что она подалась на мать-героиню. У моей мамы нас 11 детей, и так хочется, чтобы она тоже заслужила вот эту государственную высокую награду. Обязательно так и сделаем. И Спасибо. Очень приятно даже и благородно, что вы сейчас не о своей семье говорите даже, а о своей маме. Вот это именно то, что передается из поколения в поколение. Так оно и есть. Спасибо вам большое. Я искренне желаю вам всего самого доброго. И поздравляю вас с наградами. Дорогие друзья, что бы хотелось сказать в завершении. Ну, во-первых, у нас все проходит в режиме онлайн, были мероприятия подобного рода, которые мы проводили прямо непосредственно в Москве. Я попрошу коллег, мы это уже делали в предыдущие годы, из администрации президента, с тем, чтобы они со всеми с вами, с участниками нашего сегодняшнего мероприятия поработали, и те, кто смогут, захотят это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву. Целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными. Это первое. Ну и совсем уже в завершение хотел бы вот что сказать. Одна из участниц нашей сегодняшней встречи очень красиво сформулировала свое отношение к детям и к тем детям, которые появляются в семье, к самым младшим детям. Она сказала: как же мы жили без тебя, думая о вновь появляющихся в семье детях. Это просто удивительно красивая формула любви и к детям, и вообще к членам своей большой семьи и к людям. Вот это замечательная формула любви. Как же я без тебя жил, или как же я без тебя жила, лежит в основе не только наших
многодетных семей, но в основе всех наших традиционных ценностей. Я вас поздравляю с приближающимся праздником, с Днем защиты детей, с государственными наградами и искренне от всего сердца желаю вам счастья. Всего доброго. Спасибо большое.